Всем привет, это Фаркоп.ру, и сегодня в гостях у нас G-Tour Dashing. Будем монтировать на него электрику Фаркопа с штатными разъемами Taurus. Автомобиль у нас уже на подъемнике, а мы давайте посмотрим с вами комплектацию данного набора. Артикул 012 892 49 07. В комплекте нас встречает инструкция по установке и эксплуатации, естественно, для того, чтобы было в бумажном формате. Инструкция, также огромный жгут проводов. В нем мы видим, точнее, это вот такие вот сплиттеры, тройники. Они у нас будут подключаться к штатным разъемам задней оптики автомобиля. То есть как бы в разрыв будут устанавливаться между штатными разъемами. Это разъем у нас на блок согласования идет. Плюсовой провод красный. Синий — это противотуманный фонарь. Также у нас здесь есть масса, это белый провод, ну и жгут проводов, которые уходят на розетку, на внешнюю часть автомобиля, на сам фаркоп. Сам блок согласования, он у нас с защитой от перегрева и короткого замыкания, крепится на специальный мягкий двухсторонний скотч. 7-пиновая розетка, стандартная, классическая, также набор крепежа самой розетки к подрозетнику, скотч-лок для ПТФ-ки, предохранитель. Также здесь мы видим плюсовой сплиттер, он у нас будет подключаться в штатный блок предохранителей. И начинаем. Для начала, естественно, нам нужно разобрать заднюю часть автомобиля, чтобы был доступ к разъемам задних фонарей соответственно. Для этого мы боковые панели отсоединяем от кузова с двух сторон, с левой и с правой соответственно. Здесь вот мы видим жгут проводов. Соответственно, с левой стороны у нас будет установлен сам блок и также подключен к массе, плюсу вывод на розетку и, собственно, сам разъем задних фонарей. Для начала мы подготавливаем все для удобства монтажа. Это наши фирменные фишки, то есть чтобы быстрее было подготовлено и надежнее были все соединения. Также обезопасиваем бампер, потому что мы будем его касаться при монтаже, чтобы не оставить царапины. Прикрепляем наш блок согласования с левой стороны на двухсторонний скотч в удобное для вас место. Также мы видим разъемы заднего фонаря, то есть мы его вытащили из заднего фонаря, соединяем с электрикой фаркопа. И, соответственно, данный разъем мы соединяем уже с фонарем. И как бы в разрыв сплиттером подключаем электрику фаркопа. Теперь импульсы с заднего левого фонаря будут приходить в блок согласования, усиливаться и выходить на розетку соответственно. Для надежности соединения мы все еще стяжками подтягиваем, чтобы ничего не болталось из этих разъемов. Далее мы переходим на правую сторону. Там повторяем то же самое с разъемами нашего заднего фонаря. Сплиттером также в разрез ставим, подключаем точнее все. В общем, ничего сложного, думаю, здесь все понятно. Также в дальнейшем стяжкой это все протянем, чтобы хорошо и надежно держалось. Далее делаем небольшой кабель менеджмент, то есть чтобы наш провод, который идет к правому фонарю, не болтался по багажнику, мы его специализированным скотчем таким мощным крепим к задней панели. Слева нам необходимо подключить массу кузова, это белый провод на электрике, и, собственно, там есть штатное место, куда можно прикрутить данный болт. Ну, то есть он и был у нас на штатном месте, уже масса, как видите, вторая к нему прикручена. Далее мы берем сплиттер из набора и подключаем противотуманный фонарь. Синий от электрики, бело-черный на косе, которая идет у нас на бампер через штатный уплотнитель. Также через штатный уплотнитель то же самое мы выводим жгут на розетку, который у нас идет на улицу под бампером, собственно, и подключаем розетку. Монтаж розетки в конце видео по цветам проводов все покажу. Далее мы подключаем плюсовой провод, он у нас идет от блока согласования, идет вперед через багажное отделение по штатному кабель-каналу через задние места, соответственно, вот здесь вот он проходит. Далее через передний такой же порог у нас он идет. И далее выводим плюс, соответственно, он у нас через сплиттер идет. То есть нам необходимо соединить сплиттер. Ну вот, видно, скруткой мы его соединили. Скрутку делаем хорошо, ничего не отвалится, делаем 15 лет, не волнуйтесь. И вот он установлен у нас уже в блок предохранителей. В общем, на этом все закончено. Плюс мы подключили, массу подключили, ПТФ подключили, разъемы по фонарям подключили. Все готово. Дальше собираем автомобиль. Собственно, фаркоп у нас также уже установлен. Проверяем все.
габариты горят, стоп-сигналы горят, поворотники у нас левый, правый горят. Соответственно, противотуманный, это у нас стоп, и ПТФ-очку сейчас подключим. Вот, ПТФ-ка горит. Все, на этом, собственно, работа закончена. Вот такая красота у нас получился. Красивый такой голубенький дашинг. Розетка 7-контактная, стандартная, под любой отечественный прицеп подойдет. Либо там под велокрепление, тоже которое на 7 контактов. Расскажу, как подключать розетку. Как? Подключение розетки. У нас идет классическая 7-пиновая розетка, 7-контактная, под любой отечественный прицеп. Состоит она из нескольких частей. Это корпус с крышкой, сзади у нас резиновый кожух и внутренняя часть, к которой монтируются провода. Саму внутреннюю вставку мы изначально вытаскиваем. Обратите внимание, 2 ушка сверху и 1 снизу. В таком положении будем монтировать. Не забудьте изначально провести провода через резиновый кожух. На вставке для удобства указаны номера. Начинаем с первого против часовой. Желтый отвечает за левый указатель поворота. Второй номер — синий провод на противотуманный фонарь. Третий номер — белый провод, масса. Четвертый номер — зеленый провод, правый указатель поворота. Пятый — коричневый, правый габарит. Шестой — красный, стоп-сигнал. И посередине у нас находится черный, это, соответственно, левый габарит. Все провода мы крепим к клеммам болтовым соединением. И получаем вот такой вот результат. Саму вставку устанавливаем внутрь розетки. Те провода, которые мы подсоединяли к клеммам, рекомендуем обработать какой-либо адгезионной смазкой. Розетка — это у нас расходный материал, поэтому не забывайте визуально диагностировать работу всех световых приборов на вашем прицепе, особенно зимой и после спуска лодки на воду. Фаркоп.ру, с нами Фаркоп, это просто.